Неужели так ничего и не будет? Ничего не будет. Ничего. Все гладишь? Глажу. Слушай. Да? Тебе не кажется, что в нашем доме что-то происходит? Происходит. Я глажу сорочки. Да. Быстро ты из Зизи превратилась в Зюзю. Спасибо. Наконец я услышала точное определение. Зюзя. Ты знаешь, держи край, несколько раз ездил к Валерии. Знаю. Знаешь? Да. Он пытался посмотреть на все со стороны. И заодно разобраться в наших с ней отношениях, но, по-моему, так ничего и не понял. Наверное, это невозможно понять. Как часто бывает, когда дело касается наших личных отношений, мы становимся близорукими. Держи край женился на тебе. А чего он женился на тебе? Любовь. Он искал в тебе товарища. Он искал в тебе друга, творческого собрата. Чтобы вместе с тобой преодолевать какие-то трудности, чтобы стремиться к высоте, к вершине. И вдруг ты неожиданно быстро сломалась и стала просто женой. Сорочки, утюги. Я женщина, Мить. И вот наш Эдик Николаевич и стал метаться. Да. А его можно понять. Но почему, например, Протасов уходит от любящей его Лизы к цыганам? Потому что он слабый человек. О! Тебе бы это надо было вовремя понять, да помочь ему. А ты? Да, ну сейчас у вас все нормально. Никуда он от тебя не денется, он любит тебя. Ты его вечная гавань. Вот со мной все сложно. Я никак не могу разобраться в своих отношениях с Валерией. Ничего не могу Митя, понять. Любовь для нее обуза. Она боялась пожертвовать собой. Она вошла в мою жизнь как молния. Вошла в сердце мое. И все. Я бегал к ней домой, я стучал в дверь, я звонил по телефону. Мне никто не открывал. Исчезла не только она, но и тетка. Я уже перебрал в голове 1000 вариантов. Может быть, я обидел чем-то, может быть, что-то не так сказал, может, надоело ей своими исповедями, но ничего к ней не подходит. Это наша дорогая мамочка. Научила все понимать и воспринимать через любовь. Она всегда говорила, что все можно понять, любя человека. Когда мы были маленькие, я как-то обидела тебя. Она мне сказала, вас двое, вы должны любить друг друга. Я понял очень важную вещь в жизни. Что за все в жизни нужно бороться. И за любовь. Как ты вырос, Митька. А ты даже этого и не заметила? Слушай, у тебя же утюг дымит. Здорово. Ну, был у Горевого? Да нет, я к нему не сходил. Ты знаешь, я был такой замотанный. Ну и не до него было, ничего не сказал. А то бы ему такое выдал бы.
Не сказал? Пусть мир перевернется. Не поверю, что ты не трус, каких свет не видывал. Теперь, знаешь, я не удивлюсь, если он не только премию получит, но тебя и шляхтичей из списков выбросит. Я трус! Здравствуйте. Здорово! Леонид Иванович, вот у меня к вам такое дело есть. Оно... Спички есть? Есть. Я сам. Леонид Иванович, кто может выкинуть Горевого из списка? Только честно скажите мне. Вы? Я? Фрусин? Или вообще никто не может выкинуть? Видишь ли, эта проблема непростая. Не мы себя, а нас выдвигают на премию. И потом, заслуга наша небольшая. Мы только помогали институту внедрить эту линию. Но он же мешал нам. С самого начала не верил в эксперимент. Он тогда докладную директору написал. Говорил, что наш эксперимент афера. А на самом деле мы все нормы перекрыли. А теперь он примазывается к методу. Думает, год прошел, все забыли. Выступает везде, митингует там, что он организовывал, зажигал. Но так же оно и было. Здесь, в этой ситуации, главное не горячиться. Все может быть. А может, нас еще и не выдвинут. Всех. Скажи, гоп, як перескочишь. И потом, знаешь, в этой ситуации мы не очень-то имеем право диктовать условия. Неудобно, понимаешь? Митингуем, что ли? Культ массовую работу проводим. Геннадий Викторович, вы сейчас свободны? Можно к вам зайти? Так, через полчаса давай. Тебе хоть кол на голове тиши. Геннадий Викторович, вы попали в список на премию незаслуженно. Понятно. Значит, говоришь, незаслуженно. А почему? Ведь вы же с самого начала не поддержали эксперимент. Ведь вы же с нами контактировали как начальник цеха, и не более того. Ведь вы же с самого начала не верили в эксперимент, не верили. А на премию за это не выдвигают. Понятно. Значит, помощи вам от меня никакой не было. Зеленой улицы я вам не давал. Да я не об этом говорю, Геннадий Викторович. Может, вы хороший начальник цеха и отличный человек, не мне об этом судить. Но премию дают за эксперимент. Эксперимент, в который вы не верили. Значит, говоришь, участие не принимал в эксперименте. Не верил. Ах. За это внедрение я имею 4 выговора. 1 строгий, 1 поставить на вид за перерасход энергии. 3 депримирования на 50%. Грамота обком комсомола еще до окончания эксперимента. Грамота треугольника завода, когда эксперимент был закончен. А ты говоришь, не верил. Еще я тебе хочу сказать. Я на заводе уже 12 лет. После окончания института меня почти сразу назначили начальником цеха. А я закончил институт с отличием. Думал заняться наукой. А мне много времени приходится тратить на дела организационные. А то, что ты сказал, что я не верил в эксперимент, да,
Не верил. Так я это ни от кого и не скрывал. Какое нелепое положение. Что я мог ответить Горевому? Нужно было найти такие же аргументы, какими владел он. Весь мой запал и эмоции мгновенно исчезли. От смущения я даже не знал, куда девать глаза. Но я упорно продолжал верить в то, что Горевой премии не заслуживает. Оставалось найти более убедительные аргументы. Здравствуйте. Привет. А ты чего здесь? Гуляю. Гуляю. Геннадий Викторович, вы его балуете. А после баловства знаете, что бывает? А что бывает после баловства? Митя, у меня с Геннадием Викторовичем серьезный разговор. Выйди, пожалуйста, на 15 минут. Да? А как же быть тогда с принципами демократии? Я ж первый пришел. Они восторжествуют через 15 минут. Меньшинство подчиняется большинству, правильно? Но ты для меня не большинство. Но для нас с Геннадием Викторовичем ты меньшинство. Давай отсюда. Так. Интересно, слушай, а чего это ты с ним так строго? Гена, кто я? Кто ты? Да. Зина. Зинаида Матвеевна. Прежде всего, я электрик. Понял? Понял. А я кто? Гена, сейчас не до шуток. На каком основании ты запретил работу в лаборатории? Они используют высокочастотный подогрев, а это нарушение правил техбезопасности. Ты просто электрик, а я просто начальник цеха, и этим все сказано. Я не просто электрик. Я представитель трубного института. А тебе пора бы знать, что правилами запрещена частота свыше 15 тысяч герц, а они работают на 8. А как поживает начальник экспериментального цеха «Держи край»? Он не собирается осчастливить нас своим повышением? Собирается. Он получает новую должность. Да? А если не секрет, какую же? Главный инженер завода. Да. Вот как. В таком случае, Зинаида Матвеевна, с этого бы и надо было начинать. Считайте, что лаборатория уже работает. Генка, ну зачем ты так? Вы же были друзьями. Как в песне. Знаешь, такая песня есть, в юности мне очень нравилась. В любви я доверил признаться однажды дружку своему. И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя. Ну-ну. А кто же Антонина Петровна? Ты понимаешь, дело не в том, что ты против Горевого, а дело в том, что ты противопоставляешь себя организации, коллективу. Ведь, между прочим, и тебя, и Горевого, и всех остальных выдвигает комсомол. Так приди к нам, посоветуйся. Ой, ну ты тоже, Гриш. По-твоему, выходит, комсомолец всегда должен советоваться. Даже жениться ему или не жениться. А вот это не я сказал, а ты. Но, между прочим, если бы советовались, меньше было бы разводов, наверняка. Не в этом дело. Ты почему опоздала? Ну, согласен со мной? Я подумаю. Слушай, ну я все сделал. А ты чего в таком виде-то? А у По меня дворцу репетиция. бегаешь. Какая репетиция? Языком не расскажешь, так и пальцем не растычешь. Нечего руками рассуждать, коли Бог ума не дал. Речь умом красна. А коли язык шепелявый, ты поговори с скороговорочкой.
Да я тебя в цех наш устроил. Все нормально. А я в цех передумала. 33 корабля лавировали, да не вылавировали. Это ты лавируешь, ты! У тебя 7 пятниц в неделю. Чего это ты передумала? У нас на дворе подоре, погода размокропогодилась, и я передумала. Меня в ансамбль приглашают. Какой еще ансамбль? Никаких ансамблей. Ты будешь у нас сидеть на стане. Да я тебя в наш цех устроил. Самый лучший цех на нашем заводе. Нужно колокол Да молчи ты немного. Нужно все скороговорки Ну, будешь сидеть красиво. И тогда так заговоришь, словно реченька зажурчишь. Ты высказалась? Ага, нет. В общем, ты будешь работать у нас в цеху. Нет. Будешь. Нет. Будешь. 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 Сань, постой вместо меня, а я сейчас быстренько. О, привет. Привет. А что это ты здесь делаешь? Работаю. Как ты работаешь? А так это. Ваш брак подсчитываю. Вот это что ли? Вот это. Ты бы лучше пел, чем мой брак подсчитывать. Да, кстати, ты же хотел в ансамбле работать. Я хотела. Да. Это же вы хотели. Я хотел в ансамбле Да. работать. Это же ты Я хотел в хотела на ансамбле заводе работать. А ты что работать. здесь делаешь? Она здесь работает. Да, Работница. Ну ладно, пойдем на стан калибровки посмотрим, а? пойдем. В чем дело? Все дело в премии. Митька возмущен, что тебя утвердил техсовет. Понятно. Бери конфеты, остатки сладких. Митька что? Митька пацан. Плечи у него слабые, а бремя славы тяжелое. Вот и происходит разбалансировка от перенапряжения. Он уже философствует, а ты поклоняешься. Извини, конечно, Леня, утрирую. Да нет, почему же? В общем, ты прав. Во всем прав. Кроме главного. Вот я тебе пришел как друг. Ты меня поймешь? Ты должен отказаться от премии. Не один я так думаю. И Держи край так считает. Слушай, Леня, во-первых, меня не волнует, кто и как думает. А во-вторых, Держи край на техсовете был за меня, тебе ясно? Да знаю я это все, знаю. Но как друг советую, откажись. Так будет лучше. Кому лучше? Митькам лучше, понимаешь? Митькам. Слушай, Кривцун, ты ведь металлург, ценный гражданин, государственный человек. Должен понимать, что мы ежегодно теряем миллионы тонн стали из-за несовершенства профилей проката. И если мы сейчас беремся за освоение нового профиля трубы, то это о чем-то говорит? А ни о чем не говорит. Каждому понятно, что вы месяца 2 будете сидеть на бабах. Вот так. Но ведь сам Шляхтич сказал, что эта труба чрезвычайной конфигурации. И нужно рисковать своей премией. Да пойми ты, это государственный заказ. Ведь Ну никто да. в Союзе не умеет гнать такой трубы. Конечно. Мы будем первые. А ты о деньгах думаешь. Да успеешь ты заработать свои деньги, ты ведь еще молодой. Знаешь, у Кривцуна все зубы целы.
кушать хочется, жевать. Чего? Жевать тебе хочется? Угу. Слушай, а что ты знаешь о коровах? О каких коровах? А вот об этих с рогами, которые. А ты знаешь что, Мить? Корова должна давать молоко. А ее для этого нужно очень хорошо кормить. Вот и я тоже коровка, только двуногая коровка. И мне нужно хорошо платить, понял? Да нет, ты не коровка. Ты бегемот, носорог и крокодил, и я бы с удовольствием тебя стукнул пару раз. Не имеешь права. Ох, как хорошо ты изучил свои права. Ну а как же? Тебе лауреатство, мне права. Работаю там, Митенька, где больше платят. Ясно? И этот тип называет себя рабочим классом. Я понимаю, конечно, за спасибо работать не надо. Но и деньги тоже. Все равно же это не самое главное. Слушай, для тебя существует такое понятие долг? Существует. Но не тебе меня ему учить. Чему? Долгу. Сначала отдай свой долг Горевому, а потом будешь меня учить, ясно? А ты ходишь все липового интеллигента и себя корчишь. Да это ты из себя корчишь, коровка дойная, пожрать, ведь ты же не такой. Ведь тебе сидит сейчас два человека, и одному из них противно за твои слова. Слушай, ты мыслитель, Спиноза. Это все слова, понял? Слова. И долг твой лауреатский, уря, уря. А сам ты не веришь, не веришь. Я не верю. Ты не веришь. Да. Чё, да. На пятак приложи. Помогает. Ой, Спички есть? есть. Нехорошо как-то все получилось. Хорошего мало. С Кривцуном вот неудачно поговорили. Угу. Не прав я в чем-то. Да нет, почему? В этом ты как раз прав. Насчет Горевого не прав. Почему? А ты никогда не думал о том, что вдруг и мы с тобой незаслуженно попали в этот список на премию? М? Я тебя жду сегодня в 7 часов возле старой пятиэтажки. Куда же я с этим-то? Ничего, туда с этим можно. Куда туда? Сюрприз. Ну, раз сюрприз, буду. В 7 часов возле старой пятиэтажки. Буду точно. Спички. Пятачок. Дурачок. Привет. Вот тебе сюрприз. О, череда. Здравствуйте, Геннадий Викторович. Проходите. Знакомьтесь, Иван Дмитриевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Шляхтич Леонид. Прохоров. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте. А я Иван Дмитриевич. Тезки, значит? Как же, тезки? Как, по отцу, как? Ага, ну да. А что это? это кошки поцарапали, да. Проходи. Садись. Зинаида? Садись. Угу. Спичку, пожалуйста. Подожди. Пожалуйста, курите зря. Зачем? Я вот бросил давно. Привычка, А знаете ли. вы что, здесь вот так вот один и живете? Ну, почему один? Ко мне друзья заходят. О, Иван Дмитриевич, например. Угу. Понятно.
Вот, кстати, военный снимок. Иван Дмитриевич. А, без усов еще. Да, вся батарея наша. Захарыч, старшина, погиб потом. А это послевоенный выпуск нашего училища. ФЗУ тогда называлось. Это мне особенно дорога фотография. Вот, Миша Морозов. Погиб на границе несколько лет назад. Герои дали. А вот это вот Колька Несмеянов. Балаболка, шалопай страшный. 3 раза из училища отчисляли. Пожалели потом. А это Вова Трофимов. На БАМе работает. В этом году заезжал. Такой же горячий, такой же очень. А вот этот вот с рукой. Володя Снегирев. Известный хирург. Сложные операции делает. Зато токарь был, Комбат Красницкий. Вот этот вот. Ему тогда как раз его орденом наградили. Капитана дали. А этот ушастый кто? Это я. Извините. Да нет. Вот так. Да, тут уже. Что ж вы, хлопцы, приуныли? Головы повесили. А что, тезка, какие ты песни поешь? Ну, какие? Разные, сразу все и не припомнишь. Разные, значит, никакие. Вот послушай, тезка, песню тех лет. Нашу песню. Фронтовую. В бою за деревушку в 5 дворов от выстрелов устали пулеметы. Ты только что был жизнь отдать готов. Всего за 5 земли, за 5 всего-то. Ты только что бежал, где ты стоишь, где стелются свинцовые туманы, где маму тянет за руку малыш, как будто пуля не убила маму. Ты будешь помнить эту 5 земли, забыть ее, забыть такое трудно будет слишком. Хоть падал ты без памяти, когда в атаку шли за 5 дворов, за этого мальчишку. А дождь слезами падает в окоп, и все слова комком застряли в горле. Расплакаться солдату нелегко, но если плачет, не измерить горя. Мы только что из боя, но опять готовы наступать, как наступали. Пусть пулемет устал уже стрелять,
но мстить врагу солдаты не устали. Ты будешь помнить эту пять земли. Забыть ее, забыть такое трудно будет слишком. Хоть падал ты без памяти, когда в атаку шли, за 5 дворов, за этого мальчишку. Я малышу отдам свою шинель и накормлю его солдатской кашей. Пускай он через много мирных дней об этом сыновьям своим расскажет. Пускай он им расскажет, как его мы у костра согрели на привале, как всю войну мы все до одного его от смерти грудью прикрывали. Ты будешь помнить эту пять земли, забыть ее, забыть такое трудно будет слишком. Хоть падал ты без памяти, когда в атаку шли, за 5 дворов, за этого мальчишку. Хоть падал ты без памяти, когда в атаку шли, за 5 дворов, за этого мальчишку. Геннадий Викторович, возможно, что вальцовщик, которого ты предлагаешь вместо себя, Никаноров, больше тебя и череды заслуживает премию. Это по твоим подсчетам. А я думаю иначе. Понимаешь, простительно череде эти завихрения. Кстати, ты с ним беседовал? Да. Одно дело череда, а другое же дело ты, Геннадий Викторович. И вообще, прежде чем представить списки в обком на утверждение, и комитет комсомола, и техсовет, и партком все тщательно проанализировали. Партком считает, что твое участие в эксперименте, как и участие ряда товарищей из института, ничуть не меньше тех, кто непосредственно осваивал стан. И вообще, каждый человек должен быть на своем месте и честно делать свое дело. Я тоже так считаю. Ну вот и договорились. Как сказал Александр Васильевич Суворов, каждый солдат знает свой маневр. Не опоздал? Нет, Эдуард Николаевич. Здравствуйте. Проходи, Добрый садись. день. Что ты моего родственника затерроризировал? Это еще неизвестно, кто кого. А мы как раз и собрались, чтобы разобраться, кто кого терроризирует. Входите, товарищи. Рассаживайтесь, пожалуйста. Начинаем. Митя, вчера мне приснился сон. Вы стоите на медленно плывущем айсберге и смотрите вперед. Вы кашляете. Я так переживала, что вы простудили, что даже проснулась и чуть не расплакалась от радости, что это мне приснилось. Извините за глупый сон.
явление. Сейчас подойдет и скажет, хочу мороженого, страшно, умираю. Здравствуйте. Привет. Ой, мороженого хочу, страшно умираю. Ну что я сказал? Дайте, пожалуйста, еще порцию. Спасибо. Митя, а мы вчера по телевизору Райкина смотрели. Так смеялись. Особенно сценка с письмами. Знаете, письмо ему бюрократу пишут, а он не отвечает. Говорит, не получал. Знаете, у меня подруга есть, Вера. Курносая такая смешная и страшно. У тебя все смешные. Нет, правда, она ужасно смешная. Так она парня одного любит, а он в армии сейчас. Она ему письма каждый день пишет. А он ей ни одного не прислал. Не знаете почему? Не знаю. Может быть, нельзя из армии или оттуда, где он служит? Не знаю. А знаете, вчера Вера от него бандероль получила. Все ее письма. Он ей ни одного слова не написал. Все ее письма и все. И многие из них даже не распечатаны. Я думала, она с ума сойдет. Она ничего, хохочет. Письма. Я не раз читал и перечитывал их. То, что пишет не Валерия, ясно, к сожалению. Они приходили раньше. Приходят и сейчас. Трогательные и наивные. В письмах кто-то хвалит, радуется, волнуется за меня. Странно. Может быть... Знаете что, Митя? Пойдемте на лодке кататься. Скорее всего, пишет Клементина. А вдруг она разыгрывает меня? Взять ей все это брякнуть? Обижу. Мить, А чего вы такой, а? какой такой? Ну, такой. Это у меня грипп. Гонконг, однодневный. Так что осторожно. Не подходи близко, а то умрешь от вируса. Страшно. О, это кто там такой? Весь из себя нагруженный, с авоськами. Привет молодому мастеру и его подруге. Бездельничаете? Нет, мы интеллектуально развлекаемся. Вот Клементина со мной беседу ведет по поводу любовной переписки в истории человечества. Болтун. А вы все подножным кормом запасаетесь. Да вот, купил кое-что перекусить. Семейству на пикник. Может, помочь? Чего помочь? Транспортировать или перекусить? Можно и то, и другое, но лучше, как говорят, давайте вначале поедим ваше, а потом каждый свое. Ничего, тебя это тоже ожидает. Ого, так за вами целый крейсер приехал. А как же? Ну ладно, бездельничайте дальше, я поехал. Всего доброго. Спасибо, Чарли рядом. Самое страшное осталось позади. Я мог смотреть ей в глаза и вести себя, как всегда, шутливо. Потому что я все решил. Нужно было получить образец почерка Клементины. Да, послушай, я совсем забыл. Ты в школе двойку-то имела по алгебре или по геометрии? Что вы, у меня даже троек никогда не было. Это у вас, наверное, были одни единицы. Здрасте, ты же сама говорил, что зоологию терпеть не можешь, географию, физику, а особенно химию, не говоря уже об английском очерчении. Ничего, я такого не говорила. Выдумываете вы все, Митя. Я выдумываю? Да. Что я фантаст, что ли, какой? Ты же сама говорила, что терпеть не можешь отрывков по литературе учить. Ничего я не говорю. Не говорила? Нет. Не говорила? Ну давай проверим сейчас, давай в игру поиграем. Давайте. В какую? Игра такая. Во-первых, экспериментальная. Называется музыкально-литературно-графологическая экспертиза. Что? Очень мало посвященных. Ты будешь одна из них. У тебя есть ручка и бумага? Да. Давай сюда, сейчас будем играть. Так, пиши. Анкета абитуриентки Молодовеческого института. Есть. Первый курс. Молокососный факультет. Выдумываете вы Ну все. есть, Клементина Кныш. Клементин лучше надо писать. А то кол поставлю по чистописанию. Клементины Кныш. Так, обещаю всегда и во всем быть честной, откровенной, принципиальной, потому что в человеке все должно быть красиво. Голова и лицо
И усы, и шляпа. Неправильно вы говорите. Так я специально сбиваю, эксперимент начался, это логически сбиваю, понимаешь? Давай. Так, и шляпа. Прекрасно. Так, отлично. Теперь все эти данные сегодня же будут заложены в компьютер, и завтра я буду обладать всеми сведениями о вас. Во что заложен? Компьютер. Дяденька такой, с именем и фамилией. Так. 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 П. П. Я. В. В. Похоже. И. Клементина. Попалась птичка. Ты чего кусаешься? А как вы смеете? Клементин, ну ты же умная девушка. А вы дурень! И вообще, что вам тут надо? Отдайте письмо. А оно же все равно ко мне придет. К вам? А с чего вы такое взяли? Неужели ты забыла, кому столько времени посылаешь письма? Вот смотри, тут же написано: улица Кирова, 14, квартира 3 сыну. Может, тебе паспорт показать? Что сын мастера череды прописан там постоянно. Но я ведь не только сын, черт возьми. Я самостоятельный человек. И зовут меня Дмитрий Череда. И я полноправный рабочий класс. Теперь, надеюсь, ясно? Это не мое письмо. Не твое? А чье же? Меня попросили бросить его в ящик. А, и написать адрес. Попросили написать адрес. Может, тебя попросили написать эти письма? Отдайте! Все проверено. Ты слышала о той графологической экспертизе? Все проверено и доказано, что эти письма писало одно и то же лицо. А именно Клементина Кыныш. Отдайте! Нахал! Это не ваше! Все, что написано мне, мое. Это не вам! Это не вам! А кому же ты писала? Ну, не хныть. Я уже догадался, почему ты перепутал номера квартир. Можешь утереть слезы, пишешь ты здорово. Поешь как птичка, название которой я никак не мог запомнить. Ну, а ты, как круглая отличница, должна знать. Сирена. И не птичка, а женщина с крыльями. Отдайте. И вдруг я понял. Своими дурацкими шуточками я причиняю Клементине боль. Что же делать? Что? Ну, а теперь скажи. Череда, ну что ты во мне нашла? Он умный. Я глупый. Он глубокий. Я мелкий. Да. Передай товарищу Кнушу, пускай записывает меня в свою художественную самодеятельность. Буду в пьесах роли неудачников играть. Это у меня здорово получится. Хорошо, что так все вышло. Спасибо вам. За что? Ничего вы, Митя, не понимаете. Клементина! Доброе утро. Ребята, приготовьтесь к ходьбе на месте. Голову поднимите. Внимание. Митя. Шагом. Мить. Раз, два, Вставай. три, четыре. Нам надо поговорить. Ну ты даешь, нашел время для разговоров. Лучше не придумаешь. Колени выше. Ой, Митя,
Ну, вставай, вставай. Поговорить надо. Ну, чё? На, почитай. Что это такое? Когда пришла телеграмма? Вечером. Повтори. Вечером, когда ты шел спать. Почему же ты мне вчера ее не отдал? Если бы эта телеграмма пришла тогда осенью, я бы помчал бы к Валерии хоть на край света. Сейчас впервые я совершенно отчетливо сформулировал для себя то, что все это время только чувствовал и в чем боялся признаться даже самому себе. Валерия не для меня. Я ведь любил ее, любил, а она любила мою любовь к себе. Видишь ли, Митя, я очень обрадовался, когда увидел тебя. Но ты противник временный. Понимаешь, тебя можно было бы победить чисто административно. И тут ты встретил Валерию. Она показалась мне человеком необыкновенным. Прекрасным. Да, прекрасным. А тебе? Хорошо. А телеграмму-то зачем до утра держал? Ладно, одевайся. Поехали. Зачем? Зачем? Работать. Да, телеграмма. Да я подумал о тебе. Обо мне. Да, я испугался за тебя. Видишь ли, сыграли роль простые человеческие чувства. Человеческие? Ха. Человеческие. Мне она показалась оскорбительной. И не потому, что она адресована не мне. Нет. Просто благодаря ей я сумел взглянуть фактом в лицо. С точки зрения компьютера. Да что ты? С точки зрения человека, венца природы. Она оскорбительна, ибо что значит «хочу, чтобы ты был здесь»? Каприз. Мещанский, обывательский каприз. А если она завтра скажет «ныряй в море и не вылезай, пока я тебе не скажу»? Ну а что бы ты сделал на моем месте, если бы тебе пришла подобная телеграмма? Поехал бы к морю или на симпозиум? Митя, ты знаешь меня. Ну, поедешь. Что ж такое любовь? Может, вообще сплошное сумасбродство? Да не мели чепуху. Поехали. Она просила передать, что она не может. У нее репетиция. Сам вижу. А вечером? Вечером тоже. Но я побежала. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз,
Присесть, закрыть. 3, 4. Привет. Митя, Люся сказала вам, что занята? Сказала? Сказала. 4. Так вот, Раз. я занята. Творится. Все. Мне нужно с тобой поговорить серьезно очень, понимаешь? Выдумываете вы все, Митя. 3. Здесь как-то неудобно. Давай выйдем на минутку поговорим. Ну прошу тебя, ну пожалуйста, ну посоветоваться нужно сегодня, сейчас. 4. Не мешайте. К сожалению. 2. Я ничем не могу вам помочь. 4. Раз. 2. 3. Ну нельзя же так, нельзя, понимаешь? Раз. Присесть. Ну так. Поворот. Может быть поздно, понимаешь? 4. Раз. 2. Уже 3. поздно. Раз, закрыть. Клементина. Молодой человек, не мешайте нам. Выйдите, пожалуйста. Да-да-да, извините, да. 4. Раз. 2. 3. 4. Поворот. Заявление в народную дружину когда должно было быть? Во вторник. Во вторник. Ты тоже хорош. Митрофановна была у меня. Она же тебе в матери годится. А при чем тут это? А при том, я тебя когда-нибудь пошлю, я тебя так пошлю, что... Тоже мне герой. С женщинами воевать. И вообще я хамства не потерплю, понял? Никогда. И второе. Андрей Прокофьевич. Да? Сколько минут сегодня прошивной стоял? Сталь плохая. Сталь плохая. Да. А в смене Б заготовки другие были? Другие? Ты разберись, Андрей Прокофьевич. Шляхтич настаивает другого мастера искать. Это о многом говорит. И последнее. Как же вам не стыдно? Всем. 28 лет. Борисов работает на заводе. 28 лет. Чего шумишь? Садись. Я насчет Борисова. Путевку попросил. Завком выделил. А предсовкома волынку тянет, и вы все молчите. Так не все же об этом знали. Это не оправдание. Я просто не понимаю, слов не нахожу. Все. Вопрос есть, нет? Значит, договорились так. Заявление и объяснительную мне сегодня же в кабинет. Насчет Борисова решайте сами. Лично я за, обеими руками. А ты, Прокофьевич, разберись с заторами. Все свободны. Геннадий Викторович, я к вам вот по какому вопросу. Зря вы от премии отказывались. Неправ я был. Слушай, убоище, когда ты перестанешь меня мучить? Ну, выбери себе другой объект. Шляхтича, например, он же наставник твой, или держи край, еще лучше. Да я серьезно говорю, Я Геннадий тоже. Викторович. Я тут вот походил, подумал. Ну, какая моя заслуга? Так, за старшего куда пошлют? Вы все тут днюете, ночуете. Сегодня выходной, а вы здесь сидите. Не могу я, кошки у меня скребут. Такое состояние, будто обманул кого-то. Так. Слушай, Матвеич, есть закон синусоида. В школе учил? Проходили. Сначала кривая идет вверх, потом достигает апогея, вершины и катится вниз.
В последнее время я очень боюсь вершины достичь. Стремиться к ней, конечно, надо, но и силы свои резервировать тоже надо обязательно. Силы и возможности. Знаешь, это ужасно, когда поймешь, что достиг вершины, а на следующую уже сил нет. Согласен? Так я тем более тогда. С премией-то с этой. Тем более у меня вершина-то случайная. Вечно не везет мне с этой почтой. Тот Валерий ждал писем. Теперь Клементина молчит. Выполним. Ну а в личной жизни... Митенька, пойдем скорее. Валентина, Ну, пожалуйста. Извините, товарищ. Пошли, Митенька. Извините, товарищ, пожалуйста. Да, правда одна, как любовь большая, с ней совесть моя, с ней верность моя, твердо знаю. Ты, правда моя, за тебя в ответе. Ты чистой быть должна, чтоб мир хорошел, освещенный твоим светом. Мы с тобой, моя правда и молодость, повсюду будем вместе. Мы с тобою хотим, чтобы исполнились все добрые мечты. Я взвалю, не колеблясь нисколько, самый тяжкий груз на плечи, если правда и я неразлучные шагаем впереди.
детей. Для меня окольных есть только один. До самых седин беспокойный ты, правда моя, от отцов наследство. Ты сердцу вручена отцовским тревожным и вечно живым сердцем. Мы с тобой, моя правда и молодость, повсюду будем вместе. Мы с тобою хотим, чтоб исполнились все добрые мечты. Я взвалю, не колеблясь нисколько, самый тяжкий груз на плечи, если правда я неразлучные шагаем впереди.